В Махачкале коллеги и близкие редактора газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева вышли на одиночные пикеты. Акции провели учредитель «Черновика» Магди Камалов и дагестанский журналист Идрис Юсупов, стоявший с плакатами с изображением Абдулмумина Гаджиева. Коллеги журналиста Абдулмумина Гаджиева продолжают утверждать, что дело о финансировании терроризма, по которому судят Гаджиева, строится на фальсифицированных фактах. Как рассказали СМИ журналист Идрис Юсупов и заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов, в суде многие свидетели говорят, что к их показаниям были приписаны другие сведения. Также, по словам журналистов, интересны показания засекреченных свидетелей, которые полностью противоречат не только показаниям других свидетелей, но и показаниям их самих, данных в суде следователю. Там все подробно расписано, вплоть до паспортных данных и номеров каких-то. А на судебном заседании они все не помнят ничего, а потом, когда пытаются выяснить у них, как они такие сведения могли предоставить, они ссылаются на те показания, которые давали следователю. Журналисты утверждают, что многие свидетели говорят в суде о том, что их показания против обвиняемых им приписаны. Они касаются в основном деятельности Исраила Ахмеднабиева и организации фонда по сбору денег. Фактически ничего пока подтверждающего мы не находим. На большое число засекреченных свидетелей по делу Гаджиева, Тамбиева и Резванова и на то, что многие из них отбывают длительные сроки, также обратил внимание заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. Они внезапно что-то вспоминают в деталях, но при этом в зале судебного заседания ничего не могут повторить и соглашаются с тем, что находится в протоколах их допросов. Журналист также обратил внимание, что следствие не провело экспертиз публикации Абдулмумина Гаджиева. Именно это, по заверению Магомедова, можно назвать странностью в этом уголовном деле. Адвокат Абдулмумина Гаджиева Арсен Шабанов рассказал, что экспертиза статьи обвиняемого еще не окончена и затруднился назвать сроки ее завершения. Таким образом, как указали коллеги Гаджиева, уголовное дело имеет большое количество несостыковок и характер состряпанного дела. Журналист Абдулмумин Гаджиев, редактор отдела религии газеты «Черновик», был задержан 14 июня 2019 года. Он является одним из 13 фигурантов дела, которым инкриминируют финансирование запрещенной организации. Уже на самой ранней стадии рассмотрения этого дела обвинение не смогло доказать причастность Гаджиева к вменяемому преступлению. После этого следствие инкриминировало ему призыв к участию в финансировании запрещенной организации посредством его публикации в газете «Черновик». Однако и это в течение почти 3,5 лет обвинение не может доказать. Несмотря на это, суды различных инстанций продолжают продлевать ему содержание под стражей. Как сохранить и приумножить свой капитал в кризис? Так называется бесплатный мастер-класс эксперта в области халяль-инвестиций Кумара Мухамедзянова. Очень полезная и актуальная информация в наше время. Переходите по ссылке, не пожалеете.